Я осуждаю только мужчин тех, которые увлекаются чем-то ерундой. Игруны, там, наркоманы, алкоголики. Это не мужчины, в моем понимании. Сексоголики. Сексоголики это филателисты, как их называют, ну так, среди мужчин там, собиратель. Это тоже не выход. Это секс, это, вы знаете, это последняя стадия любви. То есть вы переходите с одного уровня, потом идет второй уровень, третий. Когда это все совпадает, это называется любовь. А когда механические движения какие-то и под названием секс, это порнофильм. Зачем он вам нужен в жизни? Вы что, не насмотрели в жизни порнофильмов? Шикарно сказано. Шикарно. Ну, шикарно, я не знаю, шикарно. Я просто говорю вам как человек нормальный. Нормальный, который прожил уже определенное количество лет и прошел эти стадии. Все это, по молодости, да, тестостерон у мужчин там работает, он там ходит, он, ой, говорит, вот какие прекрасные. Но он потом делает выводы и говорит, я хочу только вот такую женщину. Вот я хочу именно такую, где ему комфортно. А где ему некомфортно, он не будет жить. Вы понимаете, на мужчину очень много влияет факторов. Если ему комфортно, он будет терпеть от женщины все, что угодно. Если ему окей, если он понял это. А если он не дорожит своей женщиной, он, конечно, уйдет сразу. Вот эти разводы сейчас, которые люди не изучают друг друга, просто не делают вопросы друг другу. Для чего мы сошлись, почему мы любим. Мы любим. Но сколько любите? Месяц, два, три. Ведь любовь это не постоянное чувство, оно убывающее работает. Есть sugar time, есть качели, а потом, как у нарциссов. Знаете, у них 3 периода. Есть sugar time, потом качели, которые качаются, потому что там 2 характера. И начинается, нарцисс не любит, чтобы она кому-то уступала, или он кому-то уступал. Он должен верховенствовать. Если он это не делает, он теряет свою привлекательность и власть над этим человеком. И он не соглашается с этим. И он утилизирует этого человека. И идет к другому, который вроде бы сейчас sugar time опять. И пользуется этим. Он как вампир. Как вампир. Не вампир не то, что там кровь сосет, а он высасывает энергию из вас. Вампир такой. Это такая система. Но, к сожалению, так люди устроены. А чтобы найти своего человека, поверьте, нужно перелопатить, как большая библиотека. Вот приходишь в библиотеку, там, допустим, в Ленинскую библиотеку в Москве пришли, чтобы найти нужную книгу, вы должны перелопатить там определенное количество книг, чтобы найти нужную. Это жизнь. А тем более вы хотите семью, вы хотите детей. Дети должны быть, говорят, мои дети тупые. Иногда задают вопрос. При зачатии детей надо думать, от кого ты будешь рожать. Понимаете? С кем ты в постель ложишься. Это либо у тебя интерес, либо хобби, либо ты хочешь конкретно потомство и воспитать человека, который будет в жизни сильный, который будет умственно развитый. Ты же должна видеть, потому что мужчина и женщина, они соединяются для того, чтобы сделать род. Не просто там тики-тики и все, и разошлись. Это другая система работает. А если это, то ты должна посмотреть на своего ребенка, кем он будет. Вы понимаете, мы все стареем. Время наше уходит. Мы так рождены Богом, что мы даем потомство вырастает, а мы уходим на покой. Мы так живем, так нас создала природа, так нас создал Бог. Мы от этого никуда не уйдем. Если говорят, мы будем вечно молоды, не верьте, никто не будет вечно. Можно 100 пластик сделать, 1000. Время, оно все. Ваше время определенно на этой земле. Я могу сказать, от 60 до 80 лет. Это когда говорят, что я хочу 100 лет пожить. Вы знаете, если удается, радуйтесь. Потому что после 80 лет вы уже начинаете, если вы плохо воспитали детей, вы детей своих начинаете раздражать. Что это бабка там мне? Вы понимаете, это же неправильно. А родители должны любить дети, а не быть родителем раздражителем у детей. Потому что много раздражителей, потому что они сделали семьи не совсем совершенными. То есть они как бы влюбились, им понравилось, они там переспали, там все. Но они
не сделали самого главного. Две энергии не соединили. Там, допустим, противоположно это. И дети растут, они вроде дети растут, все нормально, но любви к родителям нет. Это самое страшное. Когда вот, почему кавказцы говорят, мы дорожим там семьей, вот у них есть уважение к детям. Даже мусульмане, они уважают своих родителей. Баба у них, как называют, вот в Египте, баба или как-то вот, и, ну, как-то называют, я услышал. Потому что они рождены в любви, потому что они знают, и здесь старики не брошенные. Вы где-то видели старики брошенные, все время с уважением к нему заботятся, потому что они понимают, если бы не было родителей, не было бы их, а они уже родители других детей. И так это поколение идет, растет. А то, что сейчас происходит, вот, допустим, Европу взять, конечно, там рождаемость уменьшилась, и они говорят, в Голландии через 3 года вообще мусульмане все будут. Потому что рождаемость уменьшилась, там 1,2 только человека, а должно быть 2. Ну, хотя бы рождаться, а у них 1,2. Они посчитали, немцы через 15 лет будут все мусульмане. Потому что мусульманские семьи у них большие, 3-4 ребенка, 5. А немцы сами, вот они сюда приехали, я вчера их видел здесь, они говорят, ну, как бы мы разговаривали, алайки. А детей нет. Они не заботятся о детях, дети не заботятся о них. Это нормально? Нет. В Америке то же самое. Дом престарелых. Ну что такое дом престарелых? Казенный дом. Вы поймите, вас поселить в общежитии, где одни старики. Вы будете хэппи? Вы хотите тепла, домашнего тепла, внуков посмотреть, там, вот, детей посмотреть, спросить у меня, сынок, как у тебя дела, или там, дочка, как ты? Ну, там, она, пожалуй, там, что-то не с мужем, она советует ей что-то. Это же нормально. Это же нормально. А как по-другому строить отношения? Если строить отношения просто так, пришел, увидел, победил, ну, знаете, это время прошло, семьи так не строятся. Семьи строят, их говорят, надо строить семью, строить. Почему дом надо строить? Потому что его строить надо. По камушку, этот, как бы, домашний очаг, он нужен. Без этого нельзя, а все мы страдаем после этого. Я даже не знаю, что вам сказать. Такая жизнь, что... Ну, я за то, чтобы мужчина нашел женщину, а женщина нашла мужчину. Своего. Да, может, он будет раздражать ее. Может, она его будет раздражать в чем-то, ну, своими мыслями там. Но в любви все это было, по любви. Люди должны жить вместе, когда находят друг друга, или не обязательно? Я считаю, что они должны использовать все. От верхней части до нижней. Знаете почему? Они должны себя комфортно чувствовать. Если вас в человеке что-то раздражает, знаете, вот многие женщины говорят, мой муж там пьяница. Пьяница не рождается просто на таком пустом месте. Женщина должна обратить внимание, когда она с ним только встречается, что он пьет, что он кушает, как он себя ведет за столом, расхлябанно, не расхлябанно, то есть смело, не смело, какой ум у нее, аналитический, там, допустим, как мне здесь написали, хитрец. Хитрость – это не порок. Это состояние склад ума. Это хитрость. Ума. Нет, это вовремя анализировать ситуацию и делать шаги. Хитрость – это не самое. Порок в том, чтобы вот люди ломаются и лижут там задницы кому-то, чтобы что-то получить. Это неправильно. Вот в моем понимании, как мужчины, я к этому отношусь отрицательно. Я увидел это в России, увидел это в Америке. Подлижешь, ты получишь должность хорошую, деньги хорошие, но ты же ломаешь себя. Как личность ты ее ломаешь. Ее нет личности. Как человек, вот такой мужчина, как ты можешь сказать, я мужчина, а сам ходишь, ой, Иван Петрович, пожалуйста, подпишите, ой, лижешь там. Но это же ненормально. Если ты принимаешь решение, ты за него несешь ответственность. А если ты потом прячешься куда-то в кусты, все, это не твое. Как жить с нарциссами? Что вас ждет с нарциссами? А вы не поймете, что это перед вами нарцисс. Вы сначала вступаете в отношения, и если как вы... сначала, вот расскажите. Это Да ничего, все прекрасно, все одинаково, все прекрасно, прекрасные отношения. Ты уделяешь времени женщине своей, если она тебе нравится, ты больше уделяешь времени, ты даришь ей подарки, там, цветы, там, все, ну, ухаживание, как обычные отношения. Но когда ты понимаешь, живешь уже какой-то период времени, когда sugar time проходит, вот это... Сколько sugar time? Ну, sugar time может быть, у кого как, и 6 месяцев, и год, у кого как.
У кого-то всю жизнь бывает, но если женщина ценит своего мужчину. А когда ты чувствуешь, что тебя юзают, используют и не дорожат твоими отношениями, для мужчины это все, это все. Понимаете, мужчину надо ценить. Я просто говорю всем женщинам, когда они перестают ценить мужчину, он либо ломается, становится уже ниже плинтуса, либо он уходит. Но сильные мужчины, они уходят. Как правило, они уходят, они говорят, все, находят, говорят, я пошел там, любовницы имеют. Любовница это не значит, что он ушел от жены. Любовница, почему это происходит, почему эти любовницы появляются в его жизни? Появляются по простой причине, потому что дома стало холодно, дома что-то неуютно. Те отношения, которые были, они пропадают. А на стороне любовница, она хочет на себя одеяло перетянуть. Ну, как мужчина, она видит его способности, она говорит, мне с ним будет комфортно. И она тянет на себя одеяло и хочет разбить семью. Ну, принцип такой, ты должен принять решение, она говорит, принимай решение. А что значит принять решение? Нормальный человек, если он живет в семье, у него дети там есть, он уже принял решение, он родил детей. А как ему? Принимай решение. Вот я много, даже по фильмам, по жизни знаю, многие ребята говорят, вот мне, говорит, условия поставили. Либо я, либо жена. А жена, конечно, она, уже, может быть, не такая цветущая, любовница больше ухаживает за собой, потому что у нее больше времени. А здесь семья, здесь дети, надо мужу кормить, гладить, там, все женское. Это как женщина чем занимается хозяйством. А любовница, она более свободная. И она более лучше выглядит всегда. И она следит, потому что она хищница, она ищет кого-то. Она не ищет себе. Но у нее нет главной цели любви в этой любовнице. У нее главная цель финансовый достаток будет с этим человеком. Ей будет хорошо. А она на этом. И вот эти отношения, они, конечно, самые страшные. Потому что когда используют мужчину, когда он это чувствует, и он начинает сливаться, просто уходить. Это, к сожалению, это так же. А сейчас в наше время все замешано на деньгах. Есть деньги, ты окей. Нет денег, ты не окей. А есть способность, ведь деньги это такая, знаете, как гора, которая разрушается иногда. Но финансовый, вот сейчас доллар пополз вверх. А вы уверены, что через 2 года он не упадет вниз? Я не уверен. Я вот честно скажу, я анализирую иногда эти движения, и жил давно в Америке, и видел, как там up and down все это поднимается и опускается, и творят это определенные круги там финансовые, которые много денег там все. И я видел, как люди развивают людские отношения между мужем и женой, люди пасуют перед этим, заканчивают даже смертельными акцидентами. Да, в Америке это было пару раз. Если в бизнесе прогорел, да? Да, в 2008 году был огромный кризис в Америке, финансовый кризис, был real estate. Он был надут сначала, то есть люди зарабатывали на этом прекрасно, и люди начали не давать себе отчет и начали рисковать. Риски были минимальны, потому что все росло. Допустим, ты купил дом, тебе пока строят, он на 30% дороже, ты заработал 30%. Это было. А потом все это рухнуло. И когда это рухнуло, люди не знали, что делать. Они все погрязли в кредитах, они потеряли дома, им надо платить деньги. И там сколько семей развалилось, ужас. Понимаете, в чем дело? Редко, когда жены начинают обвинять мужчин, потому что мужчины, вы неправильно сделали, вы, значит, поставили все. Но это же риск был. Это риск. Бизнес – это риск. Бизнес – это риск. Либо вы рискуете, идете вперед, либо вы сидите и ничего не делаете, а это не бизнес. Это хобби. А бизнес – это риск, Виктория. Вы знаете, как бы ни говорили, бизнесмены, когда говорят, бизнесмен, он там легких денег нет. Он либо чем-то, я же говорю, поступается, либо кому-то лижет хорошо, за откаты работают, как в России. Там своровали денег из бюджета, откатили денег тому, и он хэппи, и он веселый. Либо ты строишь бизнес, как в Америке, вот Илон Маск там строит бизнес еще. Это тяжелый труд. Илон Маск, вот я вам просто расскажу даже его историю, он начинал с мелочевки, у него денег лишних не было. Они сделали первую программу, заработали 5-6 тысяч. Веб-сайт они сделали финансово. А на PayPal он хорошо заработал 100 миллионов.
ну, его акции пошли вверх, он продал эту PayPal компанию, другая компания купила его, и он заработал 100 миллионов. У него была жена и 2 детей, а он начал вкладывать в Теслу. Жена, он до низа спустился, у него денег осталось, ну, еще на год, может быть, на полгода. А жена сказала: ты что, такие деньги спустить? Ну, 100 миллионов. Вы понимаете, что такое 100 миллионов? Это можно себе позволить все что угодно. А он вложил в Теслу. И Тесла не пошла сначала, потому что для того, чтобы пойти новый продукт, надо заинтересовать кого-то, кто будет поддерживать тебя финансово. А, ну что, новая машина, ну, электрик, кто не пользуется. Потом все на газе работает машина. А что такое? Это нефтяные компании контролируют этот бизнес. Они не хотят поступиться прибылью, правильно? И он упустил за низа, жена его бросила. Да, они разошлись, он забрал 2 детей, он дал ей дом, все отдал и ушел вниз. Он ушел вниз. И в него только поверили, когда он сделал первую машину, выпустил ее, и когда увидели потенциал и поняли, что нефтяное время уходит, ну, нефть, она уйдет в даун. То есть и в Америке начали ценить, присматриваться к этому, и вот эти нефтяные компании начали вкладывать в него деньги. Через эти фонды, через все там, они, венчурные фонды, они начали вкладывать в его бизнес, именно нефтяные компании, которые развернулись к нему лицом. Сначала спиной стояли, тут таких много было. Вот ситуация такая, и он, конечно, он сейчас женился, говорят, что у него 2-я семья, но у него был такой критический момент, когда любимый человек, в котором он был уверен, она его предала. Для мужчины это крах, вы понимаете. Я скажу даже мой опыт семейной жизни. Ну, 32 года в семье я жил. У меня было тоже 2 детей. И когда я провалился в финансовую яму, ну, был такой 2009 год, 2010. Это была яма. Не учел. Что-то не учел, где-то просмотрел, невнимательно смотрел, где-то мне не выплатили деньги. Ну, кто-то мне задолжал, обанкротился, и я не получил мой доход. И я вынужден был, ну, просесть, сразу вам говорю, финансово просесть. Ну, и что сделала моя жена? Она не то, что меня поддержала. Я сидел на порче, помню, я никогда не курю, вообще не курю. Взял сигару и стакан водки вот такой вот, чтобы выпить, и думаю, что мне делать? У меня семья, мне надо ее кормить, а там еще теща сидела, которая жила с нами, на моих плечах семья была. Она говорит: иди работай. Куда, кем работать? Мыть посуду за $6 или за $7? Если ты мне заработаешь деньги, заработаешь только мозгами в Америке, ты должен что-то делать, либо бизнес где-то рисковать. А вот это вот, то, что женщина тебя толкает: иди, мне нужна постоянная работа. Это, ну, как вам сказать, ниже плинтуса, давайте так, мужского, финансового плинтуса, он такой вот. Как обычные люди. Я не хочу как обычные. Зачем я приехал в Америку? Для того, чтобы жить ниже плинтуса. Мне в России было прекрасно. Но не поверил, и все, из-за этого развелись. Потому что я сказал: окей, я все понял. Поддерживай. Нет, я сел на порче, выпил стакан водки, помню, закурил эту сигару. Я никогда не курю. У меня сигары лежат так для друзей гаванские. Я закурил, сижу и думаю. И мне сверху говорят: ты сильный мужик, ты давай, вылезай, 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 не думай об этом, это не твое, это не твой выход, возьми себя в руки, возьми в руки. Сидел, думал, и вот неделю я ходил, никакой. А с той стороны женской, не то что поддержка тебе, а вот я упал на флор, ты ждешь поддержку, руку просто человека, который тебя просто приподнимет, даст руку и скажет: вставай. А тебя добивают. Вы думаете, это хорошо, что ли? Это вообще кошмар для мужчин, настоящих мужчин. Я сказал: окей, вот тебе дом, вот тебе там все, что есть. Это this for you. Я открыл новый бизнес, там кофе. Это жизнь называется. Нет людей, определенно сказать, самые лучшие мы люди. Да нет, людей Бог делит, он на хороших и плохих. Да. И к какому типу себя отнести?
Это уже Бог знает. А вы думаете, я хороший, а кому-то вы можете не понравиться. Понимаете, у тех своя градация, знаете, Да, да. так вот, левел свой, как говорят. Да, да, левел, да. Людей нельзя осуждать за это, понимаете, за свою позицию. Я принимаю любую позицию, просто позиция с пониманием есть, а есть позиция без понимания. Просто свой вид, и все. Да. Ну, спрашивайте меня еще что-то. Про женщину, нарциссов рассказать. Я имею маленький опыт, сразу говорю, Виктория. Ну, а расскажите, что вы чувствовали потом в конце отношений, что с вами происходило? Уже в конце, уже когда вы так... Это мои чувства, я не могу за мужчин отвечать. Я просто говорю, когда в конце, когда тебя утилизируют, когда ты не нужен уже этому человеку, ты это чувствуешь, и тебя, конечно, крутит внутри. Ну, как бы... А ему уже нужен новый ресурс. Да, ресурс новый, да, конечно. А он ищет таких же ресурсов, а он где-то выбирает из толпы всей, кто на него обращает внимание, НРЛ, и он использует этот ресурс. Да. Это такое есть, это вам серьезно говорю. Знаете, как коснулась этой тематики вообще НРЛ, ну, это нарциссическое расстройство. Значит, у моей знакомой была дочка взрослая уже. И они как-то иногда не ладили друг с другом. Я не вмешивался, они же дочка с мамой, они, да. И она как-то сказала, да ты нарцисс. Я не обратил внимания сначала. Я не обратил внимания, я как пропустил, да, нарцисс. Да ты этот нарцисс. Я думаю, что такое? Что такое нарцисс? Полез в интернет и начал смотреть. Полез в чат с психологом. Я даже пользовался психологами, я платил им деньги онлайн, и они меня консультировали. Но не все знают про эти нарциссические отношения. Вот в Америке это развито, там есть даже специальные книги есть по этому, а в России этого нет, книг нет. И вот кто знает это вот нарциссическое расстройство личности, они дают советы какие-то. И правильные советы, потому что они либо прошли через это сами. Есть психологи, я видел, там с Украины, по-моему, женщина одна говорит, что вот у вас будет то-то, то-то. Я сначала не верил, думаю, то-то, то-то. Потом начал анализировать, думаю, ёпрст, это то же самое, это же про меня. Все про меня, про мои отношения. Я не то, что говорю, что я мужчина всегда прав. Нет, я где-то, может быть, тоже не прав, где-то ошибки. Но ты всегда анализируешь, почему скандал произошел, почему вот такие отношения усложнились. Если вот ты нормальный человек. Если не нормальный, он машет рукой и уходит. Я не филателист, я же вам говорил уже. Есть мужчины, которые филателисты, а мой возраст подразумевает серьезные отношения на уважении друг друга и на любви друг к другу. И чем-то поступаться надо в жизни. Я понимаю, что мужчина поступается этим, или этим, или этим. Женщина этим, этим, этим. Понимаете, это тяжело. И вот это вот происходит. И я первый раз, когда услышал, увидел это, я первый раз столкнулся вообще. Ну, у меня не было много романов там или что-то, каких-то отношений. Просто я увидел, думаю, блин, это же ко мне прям разворачивается первый пейдж. Обрати внимание, что ты делаешь. Ты ничего не делаешь, ну, женщине как? Ну, ладно, у меня нет порогов. Ну, я имею в виду таких порогов. Я не игрок. Ну, есть и в автоматы, на бирже играю, там все. Я не курю, я не пью, занимаюсь спортом, слежу за собой. Ну, как бы люблю работать. Ну, как говорят, у тебя, как мне тут сказали, у вас еврейский корень. Может быть, еврейский, но я физически тоже работаю. Я работаю сейчас как нормальный человек. Ну, в общем, как вам объяснить? Я даже не знаю. Вот если по жизни вам сказать, с нарциссом можно жить, только нарциссом. А, да? Два нарцисса сойдутся, они друг друга будут как-то клевать, да, им это. А вот если нормальные люди, они, вот и женщины страдают, и мужчины страдают. Мне говорят, что женщины больше страдают от нарцисса. Ну, у нас в России, в Украине больше выбор был для мужчин. Очень много красивых женщин кругом. Ну, больше выбор, чем в Египте, конечно. В Египте они более закрытые женщины здесь. Хотя здесь тоже красивых женщин очень много. Просто они другой культуры, понимаете. Из-за этого мы живем. Ну, я просто советую так. Если вы вступили
в отношении увидели в другом человеке нарциссические какие-то черты, вы знаете, что это будет очень тяжелые отношения. Они первое время будут sugar time, я вам говорю, потом идут качели, а потом идет утилизация вас. Если вы где-то уроните хоть на сквер, хоть на майл, там полмайла или что-то, свой статус, ну если вы финансово независимый, там, да, и статус где-то ваш чуть-чуть он подвинется, и если женщина, которая ваша, или там нарцисс, который там рядом с вами, в этом статусе подвинется вверх, а вы опуститесь вниз, знаете, вас сольют. Вас просто утилизируют. Вы им не нужны. Они достигли того, что они хотели. Это же нарцисс. Ален Делон был, как он знакомился с женщинами Да. ради... У него самая лучшая любовь. Он даже сам понял, что у него любовь была с одной только там актрисой. Роми Шнайдер. Да, Шнайдер. Потому что Шнайдер переступила через себя, переступила через... она же аристократка была, а он же из простой семьи. Она переступила через это, хотя это было нелегко, потому что аристократы как бы смотрят из этой среды себе, как бы мужей, там, жен, да. Она переступила, потому что была большая любовь. И он эту любовь, это была большая любовь. И Ален Делон, это была большая любовь. Все, что остальное у него было, это так, знаете, ну как миг такой, да, знаете, побыли и все. Это чисто физические отношения. Там было другое, там была настоящая любовь со Шнайдер. Она, ну, как бы, там энергия сошлась вместе, они были изумительной парой. Почему он это не заметил, я не знаю, что там произошло. Он был нарцисс, он холодный был. Холодный, может быть, вот из-за этого, может быть. Она зависимая, у нее была мама деспотична, а это такие хорошие девочки зависимые. Ну, я вам просто говорю, я историю читал, и отношения их читал. И мне было обидно за Шнайдер, потому что она достойная женщина, и она достойна его была. И он ее высушил, она в 42 года ушла из жизни. Потому что она не выдержала, потому что она сильно любила его. Она думала, что она выйдет замуж и забудет его. Она не смогла это сделать. Я вам просто говорю, если у вас серьезные отношения, вы не забудете того человека, 100 раз вы выйдете замуж, но вы не забудете того человека. Или человек, или мужчина вас, который любит, он никогда не забудет. Вот представьте, у меня были серьезные отношения, да, допустим, ну, серьезные, все это совпало. И вы хотите с кем-то построить отношения. Вы можете строить дружеские отношения, но таких отношений вы никогда не будете и не построите. Понимаете, не построите, не зовут. Человека надо любить, а любить, как говорят, я люблю человека за что-то. Неправда. Когда говорят, за что-то любят, значит, это не любовь. Человек любит ни за что. Вопреки всему. Просто, что он есть. Просто. Если ты это делаешь, все, это твое. И много, к сожалению, в мире и в жизни много людей сделали ошибок, принимая свои отношения, покидая эти отношения именно любви, меняя их на какие-то влюбленности, какие-то шаги такие, которые не приводят ни к чему. Ну, к чему привели Ален Делон, например? Он везде разводился, дети и все. Это же, понимаете, а чувства не было, он себя не чувствовал в гармонии жизни. Со Шнайдером он себя чувствовал. Я видел даже хронику, которую я же не видел вживую, хронику, я видел эти глаза, эти прикосновений, я видел, как они, радовались, вот по молодости, когда они встретились. Это их среда, это они друг для друга. Но они не заметили, почему. Почему-то там, это болезнь, вот это, нарциссизм, может быть, он и расстроил, и разбил это. И в отношениях между мужчиной и женщиной это присутствует. Вы знаете, когда мне говорят, Пушкин говорит, люби все возраст спокойно. Я думал, это какая-то глупость, какая-то фигня. Все это по молодости, когда ты живешь молодой, красивый, ты там как бы стремишься к чему-то, тебя ожидают вот эти чувства, там нахлынут, ты там в любви весь купаешься, в сексе, все. Нет. Человек так устроен, что он может в 60 лет поймать свою птицу. Вы не можете себе сказать, я не могу это сделать. В 70, в Америке есть 80 лет встречают друг друга.
Вы будете смеяться, а это есть. Это есть. Никто от этого не застрахован. Я просто говорю, вопрос в том, что, не знаю, это жизнь, Виктория, это жизнь, к сожалению. Кто-то говорит к радости, но это стимулирует и жить дальше. Ты хочешь жить. Если ты дорожишь, если у тебя есть человек, ради которого ты живешь, ну, жизнь продолжается, она не ограничивается. Ты начинаешь думать, ага, заботиться об этом человеке. Это же приятно, понимаете? Когда мужчина говорит, я забочусь сам о своей, но ты не ради этого делаешь, это тебя заставляет природа заботиться. Ты же не специально это делаешь. Ты же не актер. Если актер там делает свою роль, а ты это не актер. А если некоторые хотят, актерство хватает на короткий на короткий промежуток, ну 2-3 месяца. Потом все это вылазит, понимаете? А в жизни, когда два человека встречаются, там не актерство, там жизнь. Там актерство присутствует в первые месяцы, чтобы понравиться друг другу, а потом вся жизнь. Либо ты принимаешь этого человека, либо не принимаешь. Либо это чувство твое, либо не твое. Все. Ушло это все. Энергетика, она срабатывает. Иногда, говорит, женщина приходит и говорит, вот зашла в ресторан, допустим, увидела человека и говорит, и выйти. Вот я вам пример приведу. У меня есть знакомая семья, они с Украины, он с Украины, а она, ну, россиянка. Они в Санкт-Петербурге поженились, он жил в Санкт-Петербурге. У них 2 сына. Ричард один и второй, сейчас я забыл, как его зовут. Ну, не в этом дело. 2 сына. Младший сын, он был в армии, в американской, в Японии, служил на базе. Приехал в отпуск. Это мне рассказывала супруга этого Павла. Она говорит, приехал в отпуск. Я говорю, как живете-то? Она говорит, да все хорошо, там старший уже пришел с армии, женился на американке, а я говорю, а младший что? Он говорит, в армии сейчас, ну, холостой. Потом я встречаю ее, она говорит, да все нормально, он женился. Я говорю, как женился? Ты же мне сказал, что он холостой. Она говорит, будешь смеяться? Я говорю, как смеяться? Расскажи мне. Она говорит, пришли в какой-то Макдональдс, типа этого. Ему надо завтра улетать в Японию. Ну, последний день, они вместе с семьей там. Ну, он пошел в туалет, а девушка сидела просто там с подругой, что-то кушали там все, как обычно. И говорит, что там произошло? Я не знаю. Я говорю, ну как ты не знаешь? Ты же мама, ты же должна о сыне все. Она говорит, я не знаю. Я говорю, что? Она, говорит, прилетела к нему, они там женились на Окинаве или где-то. Вот они успели обменяться взглядами и все. И живут сейчас, вот они сколько уже, 5 лет живут. Вот скажи, вот как? А Ричарда, я помню, вот такой мальчик был, 11 лет, я еще с ним постоянно, он мне нравится, потому что я люблю мальчиков. Ну, как бы в моей семье не было, все девочки одни. Я все мечтал о мальчике. Я думаю, ну надо. Он такой хороший парень, воспитанный, хороший парень Ричард. Я говорю, как он женился? Вот так, говорит, влюбились. Просто вот пошел бюргер поесть. Вот кто знает. Это называется судьба. И живут вместе. Он сейчас дослуживает, он просто подписал 2-й контракт. У них там контракт на 3 года, а потом продляешь, если на больше. Он хочет отслужить 2 срока, и потом будет думать, куда ему пойти. Но я вам к чему говорю, что если это происходит между людьми, это все. Это все. Это все. Это все. Люди улетают просто. Вы даже не, ну я не знаю, крылья что ли растут у кого. Улетают просто. И жить хочется, и делать хочется, я не знаю, и рисковать хочется, и идти вперед хочется, движение с 2 сторон, не только с одной стороны. А вот когда с одной стороны, тогда надо задуматься, любовь это или это просто отношения. Вот это я хочу сказать тебе, Виктория, чтобы построить отношения, мало. Надо любить друг друга. Это другое. Это другие чувства, поверьте мне, другие, просто другие. Конечно, это больно, и расставание происходит больно. Это, ну, я думаю, что любая женщина, которая проходила через это, она это понимает, что это больно. Но отходить от этого приходится так долго. Но лучше так жить, чем менять партнеров каждый раз. Это не нужно. Это не нужно. Это себя просто расточать на ненужности, свою энергию отдавать кому-то. Ну, это не нужно. Знаете, как у нас
была передача в России, как это называется, Гузеева вела. Давайте поженимся, что ли? И я когда иногда, я не любил эту передачу, потому что я думаю, что там вряд ли браков много составилось. Потому что, ну, нельзя построить отношения по фотографии, надо же личные. Ну, она одну фразу хорошую сказала, когда там женщина пришла и говорит, а сколько вы раз замужем? Он 5 раз. Замужем. 5 раз. Официально замужем. Ну, еще какие-то у нее встречи были. И она говорит, так у вас что, бытовая проституция? Она говорит, почему? Ну, она и Гузеева объяснила, что это бытовая проституция, получается. У меня это слова, честно сказать, они просто, я даже не знал этого лексикона такого. И она просто про это сказала. Но это действительно так. Отношения так не строят. Понимаете, сегодня один, завтра другой. Ну, это не делают так. Это не делают. Если ты получаешь доход от одного человека, потом идешь и ищешь доход другого, ты уже не женщина, ты голддиггер. Голддиггер, по-американски называется. Как называется? Голддиггер. Это голддиггер. Диггер это тот, который добывает. Ты добываешь золото. Ты не строишь отношения, но так нельзя. Ты себя просто, ну, убиваешь как женщина, убиваешь все человеческое в себе. И если ты это делаешь, это все. Это все. Значит, я вам скажу единственное, что вот есть хорошая пословица. Знаете, в Америке у настоящих мужчин так. Это я про мужчин вам говорю. Это к мужчинам. Я хочу быть водителем лимузина, а не автобуса. Знаете, это в каждом мужчине живет, в настоящем мужчине. Он хочет быть водителем лимузина. Знаете, что такое? Ты взял эту машину, ты купил эту машину, ты ухаживаешь за ней, ты вкладываешь в нее, и она тебе нравится. А не водителем автобуса, которые too many people here. Это не дело, ребят, это просто не дело. Да, не надо это делать. Ну, пришли, повстречались, разошлись. Не надо строить семью. Конечно, это кто-то скажет, вы что, сумасшедшие, надо строить семью, это хорошо. Но это не получится, она опять будет надрывно где-то. У кого-то нервы там сдадут, у кого-то это опять какой-то период будет, потом все уйдет никуда. Так не надо делать. Абсолютно, это нагрузка на мозги, на сердце, это просто, это не нужно. Я вам просто говорю, это не нужно. Я и говорю мужчинам и женщинам, не тратьте время зря, это не нужно, ни к чему не приведет. Нужно найти, встретить. Ну, найти нельзя, потому что вы же не голддиггер. Вы должны встретить человека. Понимаете? Нет, а что, я не так что-то сказал? Супер вообще! Супер что? Я вам говорю про жизнь, вы смеетесь. Мне нравится, почему? Я же с удовольствием слушаю. Мужчина хочет, чтобы с ним была женщина, которая не его достойна, а он достоин ее был. Если она красива, если она за собой ухаживает, холеная, ну, он же может гордиться перед друзьями, сказать, смотрите, у меня жена какая. Они же облизываются, знаете, как в стае ходят. Это так живут люди. И просто я говорю вам, что когда женщина перестает за собой смотреть, это неправильно. Это вот я говорю женщина, смотрите за собой. Смотрите просто за собой. Смотрите. Как вы увидели здесь бизнес? Виктория, вот мой первичный взгляд, вот я вам просто говорю, первичный взгляд, здесь можно делать бизнес в Египте. Здесь поле не паханое.